Друзья, всем привет! Весочка, легла на мордочку. Вот, и многие спрашивают, пишут, как искать утечку, Утечка ищется просто. Я вот машину поддомкратил, включил режим домкрата. Вот. Но домкрат у меня лежит на самом полу. И под опорный рычаг, под шаровую, я подставил вот такие кубики. Чтобы у меня была имитация, что машина на колесе стоит. Меняли недавно стойку, левую именно. Вот, и машина, ну как она себя вела, сейчас уже, наверное, надо было раньше начинать видео снимать. Она поднималась и тут же опускалась, поднималась и тут же опускалась. То есть она не могла как бы подняться, компрессор накачивает и она моментально спускается, прямо на глазах. Буквально 15 секунд поднимается, 15 опускается. Что мы делаем? Мы запускаем двигатель, она начинает у нас, куда ключики-то дал? Сейчас будет шумно, конечно, и может быть голос не слышно будет. Ага. Что-то. Сейчас компрессор начнет работать, и мы берем отпрыскивалку, наполняем водой, берем ферри, прям наливаем туда, не стесняемся, и начинаем везде брызгать. И смотрим пузыри, если пузыри. Заодно можно убрать пыль. Здесь нету. Теперь идем сюда. Всем видно? Я думаю, что да. Вот она и утечка. Он пузырится. Вот, пожалуйста. Если здесь не пузырится, берем блок клапанов, открываем, компрессор открываем, все открываем и смотрим, где пузырится. Небольшое еще дополнение. Я вот тут разложил комплектуху. Мне кажется, что я нашел причину. Вот это штатный болт справа. Ну, грубо говоря, это болт можно болтом с натяжкой назвать. Он срывной. Он после того, как вы закручиваете, он дынь и головка отламывается. Остается вот такая вот неоткручиваемая шляпка. И вот я их попытаюсь сейчас одинаково положить. Вот, это скорее всего левый болт не оригинальный. Грубо говоря, размеры практически совпадают. У левого болта не оригинального чуть повыше первый бортик. Вот, и плюс у него не хватает резьбы. Но вот, не знаю, камера сконцентрируется или нет. Здесь уже идет задир, то есть как резьба кончилась, дальше идет сбор металла. Вот, я вот такую вот шайбочку выточил. Вот я сейчас ее сюда подложу, чтобы уменьшить шаг. Вот, и, грубо говоря, два колечка еще одену. В этот первый бортик должно упираться, вот сейчас видно, да? Первый бортик, он выше, на левом болте. В этот первый бортик должно упираться резиновое кольцо, а так как будет шайбочка, в общем-то тут будет два кольца до отверстия. Как раз ничего не достанет, все будет путем. Ну и вот с обратной стороны, то есть где мы видели, что шла пена, пузырилась, по вот обратной стороной этого клапана, вот такая прорезиненная шайба. Это не грязь вокруг, это обрезиненная. Скорее всего, не хватало просто затяжки для того, чтобы притянуть нормально, чтобы не было утечек. Ну, сейчас соберу, попробую. А в этот раз утечка быстро нашлась. То есть, ну, я в основном начинаю проверять от того места, куда последний раз лазили. Если до этого проблем не было, они появились, то понятно, куда надо лезть, куда последний раз лазили. Вот, если не нашлась утечка, открываем подкрылок, снимаем, блок клапанов обрызгиваем
компрессор т.д. и т.п. Смотрим, где у нас пенится. Верх стойки тоже не забываем. Здесь тоже может быть утечка. Ну, грубо говоря, конечно же, начал с компьютерной диагностики, и что мне показало. По клапанам нет никаких ошибок, по компрессору нету, есть только утечка. По-быстрому сейчас проверяем, потому что батарейка садится. Так, ставлю в лифт. Друзья, на этом всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Тоже ставьте, кому не понравилось, и комментируйте. Общаемся в комментариях как всегда.